Ребята, всем привет! Непонятно, что меня сподвигло, но я эту ночь не спал, убирался в мастерской. Ну а вот теперь, как начало светать, можно заняться BMW. Как раз по холодку. Здесь уже тоже захламлено в гараже. Нужно потихоньку убирать, вывозить вот это все добро. Ну, это все будет потом делаться. Сейчас буду выгонять бэху. Нужно опять ее мыть, домывать уже до рабочего состояния и делать все остальное, ребят. Этот день должен быть многообещающим. Блин, куда вот это старье все девать, я не знаю. Может вот здесь его оставить, может металлоломщик заберет. Здесь есть один чувак. Скоро включат свет, пока что работает от генератора. Вот это все хозяйство. Даже можно воду в чайнике закипятить. Но это все ерунда, ребята. Надо выгонять и заниматься бэхой. Иначе мы с вами не скоро поедем. Сейчас мы узреем, как оно заводится на холодную. Накидываю клемму, потому что что-то включено и аккум разряжается. Приходится скидывать ее. Сегодня постараюсь усовершенствовать систему питания, чтобы не переливало карбюратор, чтобы нормально заводилась. Заводится она восхитительно, ребят. Стартуем. Еще минус немножко веса, и будет место под установку агрегатов. Я думаю, такого воздухозаборника для турбины будет достаточно. Даже более чем. Теперь нужно двигаться дальше, нужно соединить трубопроводы. Да, или хотя их просто можно заглушить, потому что там клапан стоял. Опа! Ребята, что я вижу? Какая красота! Вы когда-нибудь видели такую заглушку? В виде лампочки. И вообще, Илон Маск, как тебе такое? Новая технология изготовления бачка по-быстрому. На этот раз это будет топливный бак. Здесь уже стоит насос. Насос бензиновый малого давления под карбюратор. Ну и вывел уже трубочку. Трубка с большим натягом заходит, чтобы было герметично. И сейчас я переставлю фильтр вот сюда. И нужно будет обратно ее туда заправить. Фильтр будет служить одновременно искателем. Он будет перемещаться при ускорениях и при изменении положения автомобиля. Например, если в горочку едет. Фильтр вставляем. Заряжаем бак. Хоп. Все, теперь он внутри болтается. Опускаю ниже до дна. Второй конец подсоединим на штуцер. Есть контакт. А здесь заливная горловина с дренажным отверстием. Трубочку при желании даже можно куда-нибудь выводить, чтобы стравливать бензинчик лишний, который может попасть туда. Ну, те же пары бензина. Можно длинную трубочку поставить и выводить куда угодно. Ну, в принципе, топливный бак готов. Внутри болтается искатель. В общем, можно хоть на самолет ставить. Теперь нужно опробировать, поднимает ли насос вверх топлива. Скачал с бэхи немножко бенза. Сейчас заправим. Попробуем. Самое главное, чтобы могло с самого дна поднимать. Поэтому много не наливаю. Будем проверять так, на малом количестве. Потому что чем выше уровень, тем ему легче. Так, плюс-минус. И поехали. О! Как-то он интересно тарахтит, ребят. Ну, топливо пошло.
Вот видите, как оно? Довольно-таки большой расход, я смотрю. Интересно, если заткнуть его. Оп. Ну да, давление крайне низкое. Отлично, все будет работать. Это очень. Но трясется он, ребят. Метнулся в магазин за трубками для подключения. Взял масло бензостойкие, вазовские. Ну, это для подключения бензина. Да хотя и керос тоже можно на них подключить. И психанул, ребята. Психанул. Вот вы представляете, у меня до сих пор не было шуруповерта. То есть я все кручу то ли вручную. Ну, в основном вручную. Либо дрелькой маленькой. Короче, взял вот этого вот красавчика. Я сильно там не заморачивался с выбором. Главное, чтобы он был литий-ионный и желтенький, ребят. Я очень люблю желтый цвет. Такой вот красавчик. Мне, ребят, 1000 листов гипсокартона не крутить. Хотя, возможно, можно и крутить. Вот такой вот аппаратик. Божественный, просто божественный. Да, клево. Маленький. Атас. Пошел второй цикл мойки. Уже подкапотная в нормальном состоянии. Сейчас солнце жарит очень жестоко, поэтому высохнет быстро. Внутри, видите, как стекло заляпано. Здесь небольшое болото по-прежнему, но все чище и чище. Все-таки с каждым разом. Толк, естественно, есть. Дверку отмыл. Вот она ржавчинка, но никакого мусора нет. Ну и так далее, ребят. Продолжаю. Отмываю абсолютно все. Внутри арок. Остается одна ржавчина. Никакого мусора быть не должно. Вот здесь еще немножко есть. Надо будет доработать. Фух, конечно, дело интересное и увлекательное. В кавычках. Поехали. Вот так вот это выглядит. Погодка радует, погодка. Шесть вечера, солнышко зашло, а наше реалити-шоу продолжается. Установил бачок с топливом. Хочу его еще дополнительно припенить, потому что здесь он не точно в нише стоит и вот так вот телепается. Здесь уже бензин, ребят. Этим баком с вот этим насосом мы запитываем основной двигатель, ну то есть ДВС. Вот шланг идет туда, подключается к карбюратору. Вон она вся система под капотом. ТРД же будет запитываться от основного бака. Уже вживил насос. Вот он. И здесь уже заправлен керосин, потому что бенз я весь выкачал предварительно. Ой, пахнет, запах керосина пошел, офигенский. Ну, а насос повышающий, второй, который последовательно установлен, он будет вот здесь, рядом с двигателем расположен. В общем, так у меня двинулись дела. Теперь по облегчениям, которые удалось совершить за день. Блокнотик гласит о том, что мешок весит 10 килограмм, печка 3 килограмма. Ну, я с печки вынул еще радиатор, он в мешке. Так она бы килограмм 5 весила. В общем, итого, друзья, скинуто с автомобиля 116 килограмм. Но как бы все равно я поставил ТРД, накинул 30 килограмм и бачок дополнительный. Кстати, сейчас мы будем тестировать, как эта система работает. Салон пока что выглядит вот так. Блин, не работают поворотники, нужно будет их обязательно починить. Ну а так вроде бы все норм. Движок, кстати, ребят, начал очень даже неплохо работать и экономично. Черного дыма идет меньше. В общем, сейчас я вам продемонстрирую. Если подключаю зажигание, можно слышать работу насоса. Вот так вот он подкачивает. Ну и, собственно, заводим. Так, нейтралочка.
Вот так заводится, ребят. Очень ровно и устойчиво работает двигатель. Вот. Этот двигатель мне нужен для перемещений моего ТРД к испытательному месту. Естественно, когда турбовальный мы будем ставить, придется все из-под капота убрать. Уменьшится еще масса автомобиля, причем значительно. Не знаю, сколько весит двигатель, но думаю, килограмм 150 он точно весит. Как пить дать. А так вроде бы все норм работает, можно даже на этом автомобиле ездить. Так, ну на этом в принципе все на сегодня. Буду двигаться дальше, ребят. Нужно смонтировать батарейный отсек, нужно смонтировать приборную панель. Это место будет заполнено приборами, манометрами, кнопками, выключателями, переключателями. Далее нужно сделать маслобак и собрать автомобиль, и можно будет стартовать. Это очень прикольно. Вроде бы как уже не так много осталось работы. Друзья, у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.